Привет, друзья! Это канал Каменный Декор. За моей спиной цоколь, который будет сейчас жестко подвержен цветовой обработке. Поехали! Очередной цоколь. В этом году в таком виде мне достается бетонный цоколь со старой шубой. Ну и все, начинаю с отбивочки и продолжаем. Каменный декор. Так, друзья, одним из важнейших этапов в работе штукатурной является подготовка основания. Вот этот цоколь, давайте я вам сейчас подробнее расскажу, много очень вопросов на эту тему. Значит, после того, как перфоратором были отбиты все бухтящие, звенящие, некрепко держащиеся, отслаивающиеся части, все это сбито, все остальное это вот шуба такая цементная, она не покрашена, это такой раствор серенький, но он достаточно пыльный. Значит, его нужно хорошо вот щеткой по металлу очистить от пыли и грязи. То есть это очень такой важный этап. Вот такая насадочка с пылесоса тоненькая. И тру щеточкой и сдуваю пыль. Так, что у нас? Значит, подготовка выполнена, набита сетка. Повторяюсь, эта сетка оцинкованная 1,4 мм. Ну, бывает 1,6 мм у нее сама толщина стенки, без разницы, можно и миллиметровую выбрать. 25 на 50 миллиметров. Мельче использовать можно, например, 25 на 25, но крупнее 50 на 50 уже считается великоватая ячейка. И сейчас проливаю, увлажняю стеночку и начинаем замесы. Водичка уже стоит, настаивается, там фибра размокает. Заряжено, все подготовлено. Видите, сегодня кирпичик красивый, керамический, хотя и вот поштукатурено. Здесь неаккуратно, все так грязно, все запачкано. Ну, свою работу я стараюсь выполнять максимально аккуратно. Но вот вы видите, вот такие места, что получится, то я исправлю. Все, что бухтело, отбивалось, не крепко держалось, все должно быть сбито. Вот, все, что крепко держится, оставляем. Я решил не грунтовать это основание, потому что оно впитывает достаточно слабо воду. Хорошенько пролью, грунтовать не рискую. Вчера было все обеспылено качественно, полностью сдута вся с компрессора пыль. И я еще замыл это основание хорошенечко под напорчиком. Если будете замывать, то делайте это накануне, чтобы сильно не переувлажнять основание. А непосредственно перед замесом, минут за 15, за 20 нужно пролить основание. Ну, если оно уже впитало к тому моменту, как вы наносите состав, значит еще немного можно доувлажнить. Вот такой вот, друзья, получился цоколек после высыхания. Здесь вход, ну вкратце пробегусь, покажу. Так. Это переход на заборчик, выход за калиточку. Ну и здесь фасадная часть. Сейчас фибра уже обожжена. И начинается первый лессирующий слой. Завожу грунт, как я люблю всегда. Ну, давайте я вам покажу крупным планчиком. Вот такая вот красота получилась. Видите, таких светлеет цемент. Он хоть и серый, но он такой синеватый. Вот такая нарезочка, я ее называю прибрежный. Вот такой вот прибрежный камешек. Итак, ну что, поехали к моим всем красочкам, колерочкам и грунтовочкам. Итак, друзья,
все снаряды выстроились и приготовлены к бою, так сказать, к малярному бою. Что хочу здесь еще раз подчеркнуть, потому что не все понимают. Если же я использую, видите, у меня Weber Vitonit, написано грунтовка укрепляющая, вот она готовая, но для того, чтобы укрепить основание. Мне его укреплять не нужно, мне нужен грунт глубокого проникновения. Соответственно, с рекомендациями производителя, которые всегда указаны на этикетке, я разбавляю 1 к 1. Вот налил литр воды, и сейчас волью сюда литр грунтовки. Ну, примерно воды чуть-чуть меньше. Ну, это плюс-минус не страшно. Предварительно я ее перемешал венчиком. И это будет лессирующий слой, он же будет у нас идти основным таким слоем. Для этого я беру черный колер. И моя задача сделать ее темной, черной или черно-коричневой. Ну, я буду делать черной, потому что покраска у меня будет в коричневых тонах, соответственно, швы мне должны быть такими темно-серыми. Ну, опять же, я использую колера в данной ситуации фирмы Dali. Лью на глазок, я уже знаю все эти пропорции. Чтобы в действительности распознать цвет, нужно его либо вот по крышечке протащить, либо где-то испробовать его. Ну, светловато, откровенно говоря, поэтому добавляю еще. Ну вот уже мне нравится. Такой грязноватый получился цвет. Грязно-серый я его называю. Вот это то, что мне нужно. Да, нужно, конечно, в перчатках работать, но ничего. Отмоемся. Итак, покажу пробник. Пробник манник. Вот, любой участок взял. И сейчас мне нужно вот, посмотреть. Немножко нужно подождать. Вот видите, светлеть начинает, но, то есть подсыхать начинает и светлеет. Ну, мне кажется, этого не совсем достаточно. Для швов вроде хорошо, но вот здесь уже тон, ну, светлеет. Поэтому я добавлю еще немного пигмента. Итак, резюме по наведению вот этого. Здесь получилось 2,5 литра, то есть литр, ну, может чуть больше литра воды и чуть больше литра грунтовки. Ну, сами понимаете, вот 2,5 литра получилось массы, но там уже влито так как пол баночки. 250, 0,25 литра, ну где-то 125 миллилитров сюда залито. Вот так. Общая масса 2,5, где-то так. Ну, теперь заливаем и лессируем, поехали. Вот так примерно получается. Видите, светло-темные оттенки на самих камнях, а швы практически однородные и серые по своей массе. То, что я и добивался. Ту же самую операцию я проделал и с этим цоколечком. Но он более мокрее, только что я его сделал, поэтому он темней. Но при высыхании мы получим аккуратный такой темно-серый оттенок. Итак, пока у нас подсыхает грунтовочный слой, наводим краску. Опять берем базу С, предназначенную для колерования в яркие насыщенные тона. Это White Land, белгородский производитель, торговый дом красок Квилл. Не стесняюсь рекомендовать, потому что вполне хорошая краска. Разбавил ее на 10% грунтовкой, и теперь нужно добиться шоколадного оттенка. Для этого у меня есть такие шоколадные колера.
очень светлый. Ну и вход идет черный. Черный понемножку, очень аккуратно. Слабовато. Пропустил один момент, еще черного немножко добавил, подтемнил, но прихожу к выводу, что нужно еще шоколадного добавлять. Ну и можно грунтовочкой немножко помыть баночку. Друзья, тестирую вручную, ну, в принципе, вижу уже при подсыхании цвет тот, который мне нужен, поэтому заливаем краскопульт и мочим. Ну, вернее, не получилось, но вот такой вот промежуточный результат. Вы видите, да, коричневые камешки, но швы остаются контрастными, поэтому присутствует иллюзия натуральной кладки. Следующий шаг. В коричневую красочку, вон видно, совсем немножко, ну такой цвет охра. Можно взять тот же Дали, ну, у меня что есть сейчас, использую остатки. Вот, и немного там, может быть, миллиграмм 10, 20, 30, ну, смотря какой колер, и подмешиваю. Хочу сделать немножко такой вот грязненький, такой болотненький цвет. И некоторые камешки пройти им. Ну, я думаю, видно, да? Такой болотный цвет, ну, типа хакки. Вот такие вставочки рисую. Ну, вы прекрасно, я думаю, прекрасно видите. Охристые. Охристые вставочки. Хорошие такие яркие, контрастные. Вот таким образом прокрашу охрочкой и идем дальше. Вот такой вот немножко получается контрастик с охрой. Так, как видно, прием. Так, еще один цвет. Сейчас вот в этот коричневый, базовый, которым я прокрашивал первым, я добавлю немного шоколадного. То есть сделаю его немного светлее. И, наверное, добавлю чуть-чуть персикового. Так, шоколадный и немного персика. Только бы охра не получилось. Ну, симпатичненький. Вот такой вот шоколадненький получился. Так, вот что мы получили теперь после прохода вот этим осветленным шоколадом. И у меня остались еще немножко таких сереньких камешков. Сейчас эти серенькие камешки, ну вот вы видите, да? Вот эти сейчас серенькие камешки нужно сделать еще каким-то контрастным тоном. Пока не знаю каким, сейчас что-нибудь придумаем. Прошло и 5 минут, как я придумал. Так как меня попросили сделать тона потемнее, значит, я вот в этот базовый первый тон, что сейчас добавлю? Добавлю черного, еще подтемню его и добавлю рыжины сюда. И посмотрим, что из этого получится. Ну, черного аккуратненько, совсем чуть-чуть. Вот так.
Ну, он в такой начал в болотистый переходить. Значит, оранжевый, наверное, здесь будет неуместен. Слишком будет болотистый. Нам это не нужно, поэтому добавляем черного. Так, ну, какой-то, получается какой-то коричневый. Не совсем меня это устраивает. Мне нужно от коричневого немножко уйти в сторону серого. Значит, может быть, мне нужно добавить тогда сюда капельку белой краски. А не уйдет ли в розовый? Может уйти в розовый. Значит, еще немножко черный. Ну, такой уже посерел. Уже поинтереснее. Ну что, идем пробовать. Итак, друзья, пока у нас получается вот такой вот внешний вид. У меня все равно есть ощущение, что не хватает чего-то. Да, то ли сухой кисти не хватает, то ли еще какого-то тона не хватает. Мы видим серый шуй, более натурально смотрится. Но какой-то тончик я бы добавил. Ну, сейчас снова раздумья и добавляю. Да, кстати, вот я прошелся рыженьким по макушечкам. И вот так немного уже поинтересней заиграло. Конечно, сейчас нужно будет поподкрашивать кое-где бортики, краешки. Но уже в целом вырисовывается картинка посимпатичней. Сейчас вот по коричневым пройдусь рыженьким по макушечкам. Так, как видно, прием такая вот оранжевая какая-то, грязная такая оранжевая. Это черный, оранжевый, персиковый. Блин, ну вот так потихонечку замешиваем и смотрим, что получается. Вот, сейчас этим грязненьким сухой кистью по макушечкам идем по коричневым макушкам. Давайте визуально покажу. Вот такой у нас темненький есть прям камешек. Темненький, это который я сейчас проходил. И буквально слегка поднести вот этой вот рыжинки. То есть местами, не везде. Ну, местами надо ее добавить. Можно пульверизатор, но я не хочу его заряжать сейчас, мыть лишний раз. Вот. А вот такую рыжиночку сейчас. Вот так вот. Такой вот немножко яркости дать камешкам. Эта рыжинка, она присутствует часто в камнях. Смотрится повеселее. Вот, ну вот главное такой вот сухенькой кисточкой. Можно вот так побить. Не видно. Все в ваших руках. Ну, главное не переборщить, а потихонечку вот так поднакидать. И рыженький, можно еще какой-нибудь такой кофе с молоком сделать, тончик, и пробежаться еще где-то. Вот обязательно на охре я что-нибудь еще добавлю. Вот в таком ключе, друзья, как работать сухой кистью, вы уже поняли. Надо пробежаться этой рыжинки. Ну, добавлю сейчас по месту. Вот вы видите, да, уже какие оттеночки яркие, заиграли. И таким образом идем дальше. Называется горчичный.
такой вот, ну, вы поняли, да, горчичный. Как его наводить, у меня ролики есть, ссылки на такие ролики я оставлю в описании. Ну вот, применил, видите, по коричневому, сделал такой сухой кистью вот этот горчичный. Он такой горчичный какой-то, такой песочный. Вот, его много не нужно, но я его вот разбавляю такие вот между темными камнями, ну, чтобы он контрастненько, он выделялся. Вот у меня еще маленькие есть не прокрашенные, ну не знаю, сейчас сделаю их какими-нибудь, пока не придумал точно какими. Но вот видите, смело можно и сюда накинуть. Вот, куда вижу, туда и кидаю. Итак, друзья, дело подходит к ля финале. Значит, два предыдущих оттенка, охра и рыжий, я смешал один к одному и в них добавил именно белой краски. Ну, белой краски добавил процентов, наверное, может быть 10-20, вот так. И получилось вот такой вот, не знаю, кофейный, что ли. Но за счет того, что тут есть белая красочка, он немножечко светлее. И поэтому вот такие вот у меня остались еще коричневые камешки. И где-то, может быть, где зеленый. Ну, в общем, выборочно, опять же. Там, где есть нетронутые места, я прохожу аккуратненько, слегка-слегка. Он сейчас сразу такой яркий, но он успокоится. Он сейчас чуть-чуть будет высыхать и немножко успокоится. Вот так вот. Сединки придаю, так сказать, по макушечкам. Вот этот камешек видно. Вот солнышко светит, тоже слегка по макушечкам пробежался. Можно добавить, если кажется, что не хватает, но надо подождать. После подсыхания цвета немножко меняют свои оттенки, поэтому не торопитесь. Прошлись, лучше вернуться и еще раз это сделать, нежели сразу вы переборщите, потом придется подтемнять. Так, сейчас покажу общий вид. Да, яркое солнце светит, оттенки немножко преломляются, но в общем виде это выглядит уже, ну, на мой взгляд, очень красиво. Не знаю, как вам видно, друзья. Ну, достаточно много получилось разных оттенков, поэтому симпатичненько. Сейчас вот здесь более теневая сторона, вот здесь должно быть палитра более ощутимо. Скотч еще не снят, поэтому верха кажутся такими неаккуратными. Ну, здесь тоже еще немножечко я пробегусь вот светленькой по макушкам. Ну и для финале. Друзья, ну вот такой получился цоколь. Надеюсь, видео вам было полезным. Подписывайтесь, кто не подписан на канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч. Желаю вам, как всегда, творческих успехов. Пока.